Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А мы пожелали, захотели и отправились в путешествие по Европе. Вы уже наверняка знаете об этом из моих предыдущих репортажей. Ну а это видео о том, как можно путешествовать по местам силы, как делать это экологично, весело и выгодно, как определять сердце города и фоновую энергетику места, как общаться с духом местности и где его найти, как распаковывать коды, расшифровывать знаки и видеть больше, чем обычные туристы. Итак, полетели, вернее, поехали. Это был автобусный тур. И это был магический тур. Если вас интересуют тайные знания, квесты и приключения, смотрите это видео до конца. Для начала дам маленькую справочку тем, кому интересно, во сколько нам обошелся этот тур. Стоимость автобуса Одесса-Братислава, Братислава-Одесса, туда и обратно нам обошелся 70 евро. Мы жили в комфортабельном отеле с 5 по 9 марта, и это стоило 190 евро с человека. Номера были двухместные. В стоимость входили завтраки, очень вкусные и питательные. Лично мне этого хватало на целый день. Кстати говоря, я больше не потратила ни цента. Это наша дружная команда путешественников, единомышленников, и я благодарю Международный клуб путешественников World Travel Club за возможность путешествовать с дисконтом. И приглашаю вас, мои дорогие друзья, всех желающих, моих друзей, подписчиков моего канала, путешествовать вместе со мной, с моей компанией по местам силы. Если вы желаете, вся информация есть под этим видео, и ссылочка есть для регистрации в нашем клубе. Свяжитесь со мной лично, и мы с вами отправимся в незабываемое путешествие. Перед самым отъездом я сняла видео на дальнюю дорожку. Это был таро-расклад на 2 кристалла, на 2 позиции, и нам выпадал старший аркан Суд, 20-й аркан, и туз пентаклей. Ну что ж, судите сами, мои дорогие друзья, кто смотрел этот расклад. Действительно, это предсказание сбылось, и этот тур был действительно поворотный, плодотворный по тузу пентаклей и значимый, потому что мы действительно вышли на новый уровень. Это я могу сказать вам точно. У меня пошел новый уровень считывания информации. Я испытала свою силу и как-то по-новому совершенно ее почувствовала. Поэтому я благодарю, конечно же, своих друзей за поддержку, потому что работа в команде, она нас усиливает, она нас наполняет. Мы все приобрели новый уровень и новый опыт взаимодействия. Ну вот и пришло время рассказать вам о самом главном, о том, с чего начинается любое путешествие по местам силы. Естественно, вы должны сканировать пространство, осознать, где вы находитесь. Для этого нужна тонкая настройка на пространство. Что такое тонкая настройка на пространство? В своих медитациях я передаю информацию вам, как выстроить ось силы, как выстроить крест стихий вокруг себя, как сбалансироваться по мужскому и женскому началу. Используйте эти практики на моем канале, и вы постепенно обретете способность встраиваться в
то пространство, в котором вы находитесь. Вы сможете очень быстро ассимилироваться в любом месте, перенастроив свои энергетические поля. Это все достигается путем опыта, путем практики. Используйте, пожалуйста, мои практики, которые находятся в открытом доступе, совершенно бесплатно. Можно работать со мной индивидуально, через погружение, и я даю доступ по ссылке к некоторым медитациям, которые созданы для людей, обладающих уже опытом работы с погружениями, либо я сопровождаю вас сама и помогаю вам вывести на сознание все то, что вы не можете почувствовать, находясь в глубоком трансе. Вы видите перед собой город Братислава, президентский дворец. Это то место, где мы высадились на автобусе, ведь мы остановились в отеле в Братиславе. Что важно знать в первую очередь? Для того, чтобы сориентироваться в пространстве, вы должны понимать важные отправные вещи. Во-первых, вы должны знать о том, что дух города всегда живет в старой части города. Кроме того, это часто возвышенность. Очень часто место силы – это гора или холм. Это может быть источник с природной водой. Также это место вы можете часто увидеть на фотографиях города как символ города, который изображается на всех магнитиках, открыточках и с которым сами горожане себя ассоциируют. Символом Братиславы является Братиславский град, и наша команда устремилась на поиски врат старого города. Наша группа путешественников разбилась на маленькие группки, каждый имел своего руководителя, и вот вы видите перед собой нашу маленькую, но очень сплоченную компанию. Я в центре, ваша покорная слуга, справа от меня Алла и слева Андрей. Благодарю вас, мои дорогие друзья, за то тепло ваших сердец, которое меня согревало всю дорогу. Даже не представляю, что бы я без вас делала. Алла всегда была очень внимательна, скрупулезно наблюдала за пространством. Андрей тоже очень помогал. Благодарю тебя, Андрей. Хорошо сбалансирована была группа по энергетике мужского и женского начала. 2 женщины, 1 мужчина. Нужно было именно испытать это, потому что в основном я всегда работала в женских группах. Но в этот раз нам повезло, среди нас был мужчина. Поэтому сбалансироваться по мужскому и женскому аспекту было намного проще. Знак был дан, мы ориентировались на круги, шары, сферы. Нас сопровождал 19-й аркан Солнца. Солнце – это очень хороший символ, особенно для начала важного дела. Что же такое дух города? Духом города является эгрегор. Эгрегор формируется вокруг некой идеи, легенды, либо персоны. Не обязательно это должна быть чистейшая правда, и не обязательно человек, о котором сложены легенды, жил когда-то в этом городе. Возможно, он был здесь проездом, либо еще каким-то образом причастен к истории города. Это совсем не важно. Ключевое слово здесь вера, и жители города обязательно должны этим вдохновляться, в это верить, восхищаться этим долгие века. Согласно считанной мной информации, духом города была сущность очень просвещенная, опережающая многих горожан в своем развитии, в умении говорить, мыслить. Собор Святого Мартина. Много знаков было и совпадений, и было очень интересно за этим наблюдать. Но вот даже посмотрите, головной убор Иерофанта совпадает с головным убором, изображенным на символическом гербе собора. К тому времени, как мы добрались до врат Братиславского града,
уже стемнело. Это средневековое строение величественно возвышалось на горе, потребовалось время и усилия, чтобы добраться туда. Выяснилось, что там фонит две энергии. Энергия Братиславского града, средневекового строения, и доисторического города, на месте которого уже был построен впоследствии Братиславский град. Две энергетики наслаивались, но все же мы нашли то самое место выхода силы. И совершенно не странно, что оно было как раз на месте доисторического города. То есть чем более древняя часть города, тем большая вероятность, что вы найдете там точку выхода силы. Важно отметить, что необходимо соблюдать определенные правила поведения в таких местах силы. Нам напомнили об этом очень ярко, потому что когда мы собрали все коды, распаковали их и захотели уже уйти, мы не смогли это сделать. Нас не отпускали. Как мы это поняли? Дело в том, что наша спутница Алла споткнулась и упала. Я сразу поняла, что это знак, и когда подошла на место, где она споткнулась, мне сразу пошла информация о том, что мы здесь что-то забыли. Я сначала думала, что мы забыли здесь какую-то вещь, что-то уронили. Но потом пошла дополнительная подсказка, что мы забыли здесь что-то оставить. И тогда мы поняли, что нарушили основное правило энергообмена. Воспользовались энергией, информацией и ничего здесь не оставили. Самое простое и естественное, конечно, было оставить деньги. И так как нам шел постоянно 6-й аркан влюбленные, на каждой денежной купюре обязательно должна была быть цифра 2. В сумме это давало 6. Сделав это, спокойные, удовлетворенные, мы ушли с этого места. На следующий день мы уже были в Вене. Город-сказка, город-мечта. Музыка, застывшая в камне. И перво-наперво нужно было считать информацию, где находится сердце города, настроиться на дух города. Дух этой местности оказался очень наивный, открытый, как душа ребенка, светлый, верящий во что-то высшее и лучшее. Но в то же время по аркану шут или дурак могут проходить люди, которых не признает общество. Также странники. Так и вышло. Святой Стефан, в честь которого построен храм в Вене, и этот храм является визитной карточкой не только Вены, но и всей Австрии. Стефан был святым мучеником, одним из первых христиан, который проповедовал в Риме и был забит камнями за свои проповеди. Храм святого Стефана с первого взгляда уже произвел неоднозначное впечатление. Но вы сами видите, насколько он, с одной стороны, возвышенный, красивый и устрашающий. Но то, что он черного цвета, это последствия пожара. Но позже, обойдя храм вокруг, мы обнаружили гробницы. Позже мы прочитали в интернете, что здесь захоронено очень много царственных особ и служителей культа. Несмотря на то, что многие могилы символические, однако некротическая энергия вокруг этого храма и внутри него не позволяла расслабиться. А символические могилы – это значит, что захоронено тело не полностью, а какая-то его часть, например, сердце или любой другой орган или часть тела. Не всем подходят такие энергетические потоки, хотя хочу отметить, что некоторым людям энергетика смерти близка, и они могут себя чувствовать спокойно и расслабленно в таких потоках. Но некоторым людям и большинству, я хочу сказать, людей, такая энергетика кажется давящей, тяжеловатой. В этом месте мы испытали состояние, когда все наши планы были нарушены.
Поначалу, почувствовав энергетику вдохновения по аркану Шут, нам хотелось провести манифестацию, подняться на пик храма, куда ведут 343 ступени по винтовой лестнице. Это, правда, очень тяжело, но нам тогда казалось, что дело того стоит, что там находится особый поток энергетический. Такую информацию давала предварительная счетка, когда мы еще только подъезжали к Вене. Но приблизившись к храму, мы поняли, что этого делать не стоит, потому что канал действительно проходит, но он заземлен костями людей, погребенных под храмом. Прямо под полом храма святого Стефана находятся гробницы, склепы сотен могил. Эта энергетика очень привязчивая. Когда я проводила дополнительную считку уже непосредственно на месте, вышел 12-й аркан повешенный. Действительно, есть ощущение залипания в этой энергии. Люди, которые находятся в этом храме, вольно или невольно, соприкасаясь с этой энергетикой, отдают ей свою жизненную силу. Из этого мы должны сделать с вами вывод, что посещение таких мест мы должны сделать особой практикой и осознанно взаимодействовать с энергиями таких мест. Необходимо соблюдать правила безопасности, не расслабляться на таких местах, не зависать в пространстве, не позволять этой энергии руководить вашим сознанием, диктовать вам какие-либо мысли, установки. И хотя некоторые культы используют некротическую энергию в своих интересах, но хочу вас предупредить, что баланс и энергообмен адекватный еще никто не отменял. Таким образом, воспользовавшись некротической энергией в своих целях, вы должны будете что-либо отдать. И, как правило, отдают люди время своей жизни. Их век жизни на планете Земля сокращается. Но надо также помнить, что никто из нас не знает, сколько нам еще отмерено. И если этого времени не хватает, чтобы расплатиться, могут пострадать близкие родственники. Поэтому, посещая места, где много некротической энергии, прежде всего это кладбища, хотя и многие храмы, как вы видите, находятся на кладбищах фактически. Мы должны об этом помнить. Задерживаться в таких местах подолгу не стоит, но избегать этих мест тоже не нужно, потому что все в нашей жизни взаимосвязано. Жизнь и смерть – это и есть один единый цикл перевоплощения, и мы должны спокойно к этому относиться. Но вы должны осознавать, что живым нужно общаться с живыми, а пространство мертвых во все времена было выделено в отдельную зону, и никогда наши предки не соприкасали эти два пространства. Некротическая энергия рассеивается в пространстве постепенно по мере отдаления от храма святого Стефана. Приблизительно на расстоянии 2–2,5–3 километров она исчезает полностью. И, конечно, невозможно посетить Вену и не побывать в Голдбурге. Это зимняя резиденция, основное место пребывания императорского двора в Вене. Всего в ней 2600 залов и комнат. Некоторые из помещений используются как официальная резиденция президента Австрии. Энергетика этого пространства смешанная, так как здесь также существует средневековый замок, который, вероятно, был построен на этом месте задолго до Голдбургов. И известно, что в XIII веке австрийские правители жили именно в Голдбурге. И средневековые сооружения, расположенные вокруг швейцарского дворика, включают в себя также и готическую капеллу XV века, императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены императорские клейноды императоров Священной Римской империи. Совершенно неудивительно, что сигнификатором энергетики этого места у нас явилась карта «Король мечей», как символ сильной власти, волевого управления, воинской стратегии,
символ законодательной власти. Но здесь нас тоже ждали сюрпризы. Дух этого пространства совершенно не желал видеть здесь посетителей. Здесь скрывалась какая-то тайна. Я не хотела внедряться глубоко в этот секрет, потому что я видела, что дух местности недоволен, ему не нравится присутствие большого количества людей, и задерживаться в этом пространстве не хотелось. Нас как будто выгоняли. Я заметила, что большинство людей здесь тоже надолго не задерживаются. С удовольствием фотографируются и уходят. Для того, чтобы считывать так хорошо энергетику, нужен опыт. Приглашаю вас, дорогие мои друзья, путешествовать вместе с нами. Вы получите незабываемое впечатление и очень глубокий мистический опыт, который изменит вас навсегда. Программа нашего путешествия была очень насыщенная, и уже на следующий день мы были в столице Венгрии, Будапешт. Дунай делит Будапешт на две части – Буда и Пешт. Это очень красивый город. Я очень рада, что мы там побывали. Действительно, это того стоит. Исторический центр Будапешта даже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое поселение на территории Будапешта было основано еще кельтами в первом веке до нашей эры. А современный город Будапешт был образован в 1872 году. Исследовать этот город мы начали с церкви Матьяша. Эта церковь названа в честь короля, который больше всего приложил усилий по реконструкции этого храма. Храм очень красивый, вовнутрь можно попасть только по входным билетам. Внутреннее убранство церкви просто поражает. Церковь расположена на площади Пресвятой Троицы. Мы сканировали данное пространство и обнаружили здесь энергетику неупокоенных душ. Дело в том, что здесь проходило множество сражений, боев, неоднократно церковь разрушалась и возводилась заново. Город неоднократно был захвачен, и вся эта энергетика очень сильно фанила. Пространство было переполнено астральными сущностями, желающими подключиться к мирно гуляющим людям. Как я и говорила раньше, не рекомендуется в таких местах долго находиться, присаживаться, расслабляться, принимать пищу и напитки, особенно алкогольные. Именно все эти правила здесь и нарушаются, люди здесь подолгу гуляют, располагаются на скамеечках, множество мамочек с колясками, и также есть закусочная, где люди сидят и обозревают прекрасный вид, который открывается им на Дунай. Данное место не является местом силы и не является сердцем города, а также здесь не живет дух города, поэтому мы устремились на поиски этого места. Прогуливаясь по Дунаю, вы обязательно увидите изысканные постройки, изумительные виды, нетривиальные памятники. Многие памятники в Будапеште действительно уникальны. Их хочется рассматривать, они нравятся, рядом с ними фотографируются. То, что вы видите перед собой, это тоже памятник, но история его очень печальна. Во времена Великой Отечественной войны фашисты согнали всех евреев города на набережную Дуная. Заставили снять обувь, погрузили на баржу, расстреляли, а тела сбросили в реку. Весь Дунай был красный от крови. Некоторые туристы не знают об этом, улыбаются, фотографируют, удивляются. По Дунаю курсируют прогулочные кораблики. Люди отдыхают, любуются видами, отмечают дни рождения и свадьбы. А воды Дуная навсегда сохранили память об этом бесчеловечном акте.
дух города Будапешт проявил себя через аркан королевы мечей. Почувствовав женскую энергию, мы настроились на поиск легенд и преданий о женщине-воине, политике, борце за справедливость. С особым почтением горожане относятся к Сиси, герцогине Елизавете Баварской, супруге императора Франца Иосифа I. Она была императрицей Австрии с 1854 года и королевой Венгрии с дня образования двуединой монархии Австро-Венгрии. Известна она под уменьшительно-ласкательным именем Сиси, которым ее называли родные и друзья, но впоследствии и народ Венгрии. Сиси была обаятельна и пользовалась любовью народа. В политику она не вмешивалась и о своей безопасности не заботилась. Она была убита во время прогулки по парку итальянским анархистом ударом заточки в сердце. Настроившись на ее энергетику, я поняла, что она абсолютно не соответствует королеве мечей. Мы искали подсказок из пространства и вскоре нашли. На холме мы заметили женскую фигуру с руками поднятыми вверх. Несколько минут я колебалась. Какая скульптура все-таки укажет нам правильное место? Где же находится дух города? Мне шел образ женщины, держащей в руке что-то. Либо меч, либо что-то еще. И что-то было у нее над головой. Может быть, корона, нимб. Обе эти статуи напоминали королеву мечей, которую я видела, потому что Сиси держит в руке зонтик, и над головой у нее сам зонт. И статуя свободы, у нее тоже руки вверх, и над головой она держит пальмовую ветвь победителя. Аркан влюбленный подтвердил, нам нужно туда. Несмотря на то, что холм не очень высокий, подняться туда было не так уж и просто. Но мы сделали это. Гора или холм Гелерт возвышается на 235 метров над Дунаем. Гора названа в честь святого Гелерта или Герарда Венгерского, который принял смерть от язычников в этом месте в 1046 году. У подножия холма есть купальни, уличная часть которых хорошо видна с горы. В горе скрыта пещерная церковь, а вершину холма Гелерт украшает статуя свободы, поставленная в 1947 году в честь освобождения Венгрии от фашистской Германии. А рядом с ней находится и цитадель. Она построена в 1851 после венгерского восстания 1848 года правящей династии Габсбургов, так как она была главным стратегическим объектом для обстрела как Буды, так и Пешта в случае будущего восстания. Это те самые Габсбурги, дворец которых мы посетили в Вене. Помните эту красоту? Энергетика духа местности смешанная, сложносоставная, не женская и не мужская. В ядре стоит не личность, а идея свободы и независимости. Гора Гелерт оказалась самой мощной по энергетике из всех посещенных нами мест в этом путешествии. Сочетание возвышенности и подземных минеральных вод создает неповторимый крест стихий. Работа в городах сильно отличается от работы на природных местах силы. Человек издревле перехватывал природные энергоканалы, выстраивая культовые сооружения. Так называемое колесо года имеет 8 важных точек выхода силы. Мы стараемся выезжать на природу в одну из таких ключевых дат. Невозможно забыть Болгарию и, конечно, Грузию. Предварительное сканирование показало, что будет очень хороша Греция в сентябре. А пока вы можете присоединиться к вайбер-группе Беркана, где уже идет предварительный набор желающих отправиться в следующий магический тур. И неважно, куда мы поедем, ведь путешествие делает компания. Невозможно создать что-либо стоящее без дружбы и доверия.
Присоединяйтесь. Контакты и необходимую информацию вы найдете под любым моим видео на канале «Иная реальность». А с вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья!